Громкая история, прогремевшая на всю страну в мае 2021 года, неожиданно получила новое развитие. Автоинспектор Александр Гусев за эти 3 года пережил множество испытаний, трагическую гибель юноши при задержании, уголовное преследование и серьезные обвинения, последующее оправдание, угрозы семье от азербайджанских друзей и родственников погибшего. Старшему лейтенанту пришлось выдержать серьезные испытания, но он сумел доказать всей России, что закон может быть справедливым. Казалось бы, арест и осуждение действительно виновных лиц исчерпал инцидент, и Гусев вернулся к службе. Но эта история имела неожиданные последствия. Автоинспектор стал лишним в системе МВД. Теперь эта система старается избавиться от него. Для нее не имеет значения его оправдание. Важно показать, что полицейские не должны исполнять свой долг такой ценой. В этой картине мира допускаются только павшие герои в погонах, мы ведь не в Америке, где полицейский может безнаказанно застрелить преступника. Здесь, в России, даже если ты чист перед законом, то иногда бессилен перед чиновниками высокого ранга и представителями диаспор. О том, как развивались события и о том, что происходит сейчас, мы и расскажем в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Судьбоносный выстрел из служебного пистолета произошел 28 мая 2021 года, приведя к гибели 19-летнего Викила Абдуллаева. Поздним вечером Викил вместе с друзьями на Toyota Mark возвращался из Томска в Новосибирск. Патруль ДПС заметил плотно тонированную иномарку в Мошковском районе и попытался остановить ее. Однако водители проигнорировали это требование и увеличили скорость, началась погоня. Все-таки патрульным удалось остановить машину, но возбужденные молодые люди выбежали наружу и сразу начали конфликтовать с инспекторами. Особенно агрессивен был Викил. Азербайджанцы категорически отказывались добровольно садиться в патрульный автомобиль, поэтому стражам порядка пришлось применять силу для их задержания. Двое сотрудников едва справлялись с разъяренными нарушителями, те успевали не только оскорблять правоохранителей, но и записывать происходящее на мобильный телефон. На следующий день эти кадры облетели весь интернет, на них отчетливо видно и слышно сопротивление нарушителей, а главное, в кадр попало, как инспектор Гусев уложил на капот патрульной машины парня в черной футболке, как подставил к его голове оружие и прозвучал выстрел. Снимавший это кричит: «Ты шмальнул в него, дура, ты его потушил». Вот она, камера. А дальше раненый мужчина сползает на землю и теряет сознание. Заметно, что полицейский рядом с ним находится в шоке. Пострадавшего Викила увезли в районную больницу. Жители Мошкова хорошо помнят тот роковой вечер. Столько автомобилей вокруг больницы они еще никогда не видели. Казалось, что вся азербайджанская родня и диаспора приехали помогать медикам делать операции и реанимировать раненого Викила. Вели они себя очень громко и вызывающе, обвиняя на каждом углу полицейских за беспредел. Нам было по-настоящему страшно в те дни. Мы очень боялись, что если этот парень не выживет, то нас тут всех просто закопают, рассказывают работники районной больницы. Викил не выжил. Не выдержало общественного давления и следствия. Инспектора Гусева задержали и арестовали 29 мая. В день смерти Викила сотруднику ГИБДД предъявили обвинения сразу по 2 статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также превышение должностных полномочий. Гусева закрыли в СИЗО подальше от разъяренной толпы мигрантов и знакомых погибшего. Абдуллаева хоронили как национального героя, устраивали шествия и митинги по Новосибирску с его портретами. Но самое страшное, что расстроенные смертью парня азербайджанцы почувствовали свою власть над законом. Все понимали, что он был неправ, оказав сопротивление полицейским при задержании, но ненависть вылилась на улицы мегаполиса. Досталось и семье Гусева, его жене и 2 маленьким детям, которые оказались совершенно беззащитны. Супруга Александра, опасаясь за свою жизнь и безопасность ребятишек, записала видеообращение к президенту РФ и опубликовала его в интернете. «В адрес меня, моей семьи, близких, детей поступали угрозы», сказала в обращении Наталья Гусева. Она попросила, чтобы ее и семью защитили, и призвала не допустить давления на следствие. Сначала МВД начали отрицать наличие угроз и обвинили адвоката-инспектора в хитром подлоге. Потом ситуация внезапно изменилась, и Гусевых взяли под защиту. Дом семьи стали охранять вооруженные сотрудники. Видео с дорожным инцидентом, в котором 19-летний Викил получил пулю, мгновенно распространилось по всем социальным сетям. Один из жителей Новосибирска неожиданно узнал на кадрах своего обидчика, напавшего на него на парковке и ограбившего в 2020 году.
Тогда МВД не смогло идентифицировать преступника, но теперь он был легко узнаваем как один из задержанных инспекторами. Жертва разбоя подала заявление в полицию. Выяснились и другие неприятные обстоятельства. Например, что Викил и его друзья неоднократно штрафовались за нарушение правил дорожного движения. К расследованию дела против инспектора Гусева уже подключился центральный аппарат СК. Внезапно оказалось, что он вовсе не злодей. Он действовал в рамках своих полномочий. А выстрел произошел потому, что Викил пытался вырвать его табельное оружие из рук и завладеть им. Это уголовное дело было закрыто, а на скамье подсудимых оказались азербайджанцы. Им предъявили обвинения в разбое, оскорблении, угрозах и применении насилия к полицейским. Диаспора протестовала против такого поворота событий и долго обжаловала приговоры своих соотечественников, считая их несправедливыми. Однако главе СК Александру Бастрыкину наказания показались слишком мягкими, и он предложил их ужесточить. Александр благополучно вернулся на службу. Через несколько месяцев после возвращения Гусева к исполнению своих обязанностей власти неожиданно начали заботиться о его дальнейшей судьбе. Начальнику ГИБДД по Мошковскому району прямо сказали, что такой инспектор в подразделении не нужен. А у меня по службе не было к нему никаких вопросов. Он добросовестно работал, выявлял нарушения, был опытным сотрудником. Такого же мнения придерживался и командир отделения, которому непосредственно подчинялся Гусев. Мы с ним прямо заявили, что увольнять этого сотрудника никаких причин нет. Вот тогда все и началось, рассказал бывший начальник ГИБДД района Сергей Комиссар. В районе с нулевой смертностью при ДТП была организована профилактическая работа, начали бесконечно приезжать проверяющие. Под удар попали не только опальный инспектор, но также его командир и начальник. По словам Сергея Комиссара, оснований для проверок не было. Их целью было найти хоть какой-то повод для увольнения, служебных взысканий, и они стали сами придумывать нам нарушения. Так, во время очередной такой проверки сотрудник, подполковник полиции, самовольно забрал техническое средство дозора из служебного кабинета. Дело в том, что на этот регистратор было записано неправомерное поведение проверяющих и их угрозы. Командир отделения не выдержал такого давления и уволился, после него рапорт написал и я. Никакой правды и справедливости мы добиться не смогли. Отправляли даже обращение на имя президента, но нас никто не слышит. В ГУ МВД России по Новосибирской области, я считаю, рука руку моет, добавляет Сергей Комиссар. Бывший начальник также отметил, что после его увольнения руководить отделом скоро назначат удобного и послушного сотрудника. Проверочные выезды прекратились. Теперь остается только гадать, как долго Гусев сможет держать оборону. Александр Гусев после того трагичного происшествия на дороге закрылся от СМИ. За все это время он не дал ни одного интервью журналистам. Да и сейчас, несмотря на сложное положение, он опасается публично высказываться и комментировать происходящее. Есть вероятность, что система не одобрит его комментарии, и тогда давление еще больше усилится. Но для журналиста Гусев все-таки сделал исключение. С одной стороны, я бы мог написать рапорт и уйти на пенсию, оставив службу. Но с другой, я понимаю, что это опасно. Мне передавали слова, что диаспора будет мстить. Единственный гарант безопасности меня, жены и детей – это моя работа, прокомментировал Александр. При этом собеседник не назвал конкретных людей, которые намекали о мести за Викила. У нас тут в поселке много мигрантов, таджиков, азербайджанцев, узбеков. Они общаются с городскими и, вероятно, принесли эти слова оттуда. Назвать имена и фамилии я не могу, а проверять, насколько мои опасения реальны, нет никакого желания, признался Гусев. Инспектор понимает, что если все-таки его служба в системе МВД закончится, то ему вместе с близкими придется менять место жительства. Другой вопрос, что связи диаспора крепли по всей России, и при желании найти Гусева можно будет в любом городе. Громкая история честного гаишника из Мошковского отдела госавтоинспекции продолжает набирать обороты. После многочисленных публикаций о ситуации с выживанием сотрудника МВД и угрозах со стороны диаспоры, глава СК Александр Бастрыкин взял эту проблему под свой контроль. Временное затишье позволило руководству оставить Александра Гусева в покое, но с условием, что он прекратит общение с журналистами и не будет обжаловать несправедливые дисциплинарные взыскания в суде. Прошло несколько месяцев, и теперь стало ясно, что это затишье было иллюзорным. Гусев не уступал незаконным требованиям начальства и продолжал добросовестно исполнять свои обязанности на дороге, наказывая нарушителей. Его честность и приверженность закону сыграли против него. Гусев и его коллеги получили предупреждение об увольнении с 12 сентября.
С согласия Гусева журналисты опубликовали его рассказ о коррупции и причинах преследования. По объяснениям моих работодателей, мне нельзя общаться с журналистами, то есть не знаю, на что они там опираются и почему нельзя, но тем не менее верил им и слушал их. Теперь уже особо не страшно. В ближайшие дни начальнику кадров Мошковского райотдела полиции предстоит издать приказ об увольнении меня и моих напарников, капитана Станкевича и старшего лейтенанта полиции Баранова. Причины не называются, говорится лишь об отрицательных мотивах. Меня принудительно отправляют на пенсию. У второго напарника пенсии пока нет, но я не собирался уходить в отставку, так как защищать семью в погонах было проще. Теперь мне придется обратиться к русской общине за поддержкой, поскольку в системе МВД я был не нужен раньше, а после выхода на пенсию за меня и мою семью никто переживать не будет. Теперь расскажу по порядку, как развивались события, приведшие к нашему незаконному увольнению, начинает рассказ инспектор. Как вам уже известно, после трагического происшествия с гибелью 19-летнего Викила Абдуллаева, остановленного Гусевым за нарушение, инспектор сумел доказать свою невиновность и вернулся на службу. Но вскоре стало ясно, что порядочные сотрудники не были нужны системе МВД. Александру не хотели выдавать табельное оружие. Когда же он получил разрешение после прохождения комиссии, началось откровенное давление. Бесконечные проверки, угрозы и поиск надуманных поводов длились несколько месяцев, но после публикации в СМИ в МВД успокоились. Давление прекратилось, но ненадолго. Мне объяснили, что сотрудников управления ГАИ, которые меня наказывали, убрали с системы МВД. Один перевелся, второй, насколько мне сказали, якобы вообще уволился. После того, как произошел этот резонанс по публикации, то есть когда народ наш весь поднялся, за что ему низкий поклон и благодарность всем, кто поддерживал и поддерживает, довело до того, что пришлось им все-таки этих двух ценных сотрудников убрать. Мне сказали, мы убрали их, теперь можешь жить спокойно. Но выговоры, которые на тебя наложили, останутся, и премии ты не получишь. Этот исход меня не устроил. Я подал иск в Центральный районный суд с требованием признать незаконными административные наказания в виде строгого выговора и предупреждения о неполном служебном соответствии. Руководство узнало об этом и заявило, что я зря это сделал. Теперь ко мне будет проявлен интерес со стороны других спецслужб, так как я осмелился обжаловать решение генерала Кулькова. Я ответил, что мне нечего бояться спецслужб, поскольку я не совершаю должностные преступления. Суды до сих пор продолжаются, и какое будет принято решение, пока непонятно, рассказывает Гусев. Он искренне жалеет, что из-за него начальнику ГАИ комиссару пришлось уйти со службы. Комиссар осмелился не уволить нелояльного сотрудника и в итоге вынужден был уйти на пенсию, чтобы не участвовать в происходящем беспределе. После всего, что произошло, Гусев и его напарники уже отчетливо понимают, что им не дадут продолжить службу в МВД. Правда, какой-либо внятной причины им до сих пор не обозначили. Александр пообещал, что планирует обжаловать увольнение в суде и готов восстанавливать свое честное имя. После ухода на пенсию он хочет заключить контракт с Минобороны и продолжить службу, но уже в рядах другой системы. В беседе с журналистами Гусев рассказал много интересных подробностей, которые были опубликованы и которые просят считать официальным обращением в ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Журналисты призывают проверить факты, озвученные автоинспектором. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!